Это жалко расширка. Ваши сушатели там же есть. И сам же волшебный потревожит. Соскучились по клюкве? Наверстываем! Самая раскидистая ягода прошлого года – фильм номер 44, снятый по книге Тома Роба Смита «Малыш 44». Появление этого унылого кинца было связано с рядом скандалов. В кои-то веки помои, выливаемые на историю нашей страны, были запрещены аж на государственном уровне. Даже мэтры отечественного трэш-кино внезапно возмутились чернухой на экране, хотя чья б корова мычала. Но зато так называемые правозащитники тут же завопили, что лишать народ возможности наслаждаться говном, снятым про него же, это чудовищное преступление. Так о чем же книга? Если кратко, это океан нечистот, заботливо замешанный дурачком, изучавшим историю лишь со слов лжецов и придурков. В центре сюжета некий Лев Демидов, сотрудник Министерства государственной безопасности, которое занимается исключительно тем, что выбивает из строго невиновных людей признательные показания. Но как только появляются реальные преступления, Льва тут же заставляют слить все на тормозах, объясняя происходящее зверство несчастным случаем. Череда неприятностей и подстав заставляет героя окунуться во все ужасы адской жизни несчастного советского быдла, пересмотреть свои людоедско-тоталитарные взгляды, выйти на убийцу и, вопреки государству, наказать того. Вот такой мутный замес. Впрочем, автор и не скрывает, что хотел написать книгу о том, как система мешает раскрытию преступлений, и путем наморщивания лба выбрал СССР 50-х годов. Почему СССР? Да потому что потому. Ну, помните это? Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Теперь забудьте, по мнению Смита. Обергруппенфюрер Смит. Хайль Гитлер. Нет, не этого, но взгляды у них схожие. Короче, по мнению Смита, в СССР предпочитали не раскрывать преступления, а не замечать их. Однако все измышления великовозрастного идиота в один абзац точно не уместишь. Поэтому, чтобы понять, стоило ли фильм вообще запрещать, придется подробно разобрать и его, и книгу, по которой он был снят. Итак, кинокартина 2015 года, номер 44. Начинается фильм, как говорится, с удара прямо в лоб. С Голодомора. Ничтоже сумняшися нам заявляют, что Голодомор – это целенаправленное, умышленное уничтожение украинцев на основании акта государственного органа. Да-да, в 1933 году грузино-осетинский расист Сталин, глава многонациональной страны, нарисовал указ, состоящий всего из двух слов «Мочи укров», с припиской, чтобы помучились. И, ни слова о том, что от голода пострадал весь СССР, включая Урал, Сибирь, Казахстан, Поволжье, Кавказ и Белоруссию. А зачем об этом упоминать? Там же живут долбаные дикари. Вы бы еще о диких собаках спросили. Далее накал разоблачений только усиливается. Оказывается, в 1933 году каждый день умирало 25 тысяч украинцев. То есть за год совки заморили аж 9 миллионов человек.
Вдумайтесь, даже Геббельс, а за ним и американский конгресс, ограничились всего 8 миллионами. А тут, видимо, подумали, а чего мелочиться, и округлили до 9. Странно, правда, что не предоставили свои обычные неоспоримые доказательства. Но фотки, сделанные в США во время Великой депрессии и в Европе во время Первой мировой. У Тома Смита, впрочем, с цифрами творится вообще полнейшая жесть, причем с любыми. А еще он с большой любовью отзывается об украинцах. Мол, больше советской власти они ненавидят лишь своих соседей, да и вообще не прочь сварить вкусный наваристый супец из только что умершего родного ребенка. Так был ли Голодомор? Как уже говорилось, был массовый голод, чего не отрицал даже его сатанейшество Сталин. Можно было бы разобрать все причины трагедии. Неурожай, шапкозакидательские отчеты руководителей УССР, сокрытие зерна и многое другое. Однако, сами понимаете, точной статистики нет. Любые цифры, фотографии и отчеты можно подвергнуть сомнению. Поэтому давайте попытаемся поразмышлять. Допустим, и правда умер каждый 4-й украинец. При тогдашней многодетности это минимум 1 человек в семье, а то 2 или 3. Иначе говоря, у каждой украинской семьи появляется закономерный повод ненавидеть советскую власть. Проходит всего 8 лет и предоставляется замечательная возможность отомстить. Ну и на чьей стороне сражаются украинцы? Если сложить численность УПА, СС Галичина, Нахтигаль и им подобных сопротивленцев, то получится всего 300 тысяч человек. Причем их основная масса – это выходцы из западных областей, которые во время голода были частью Польши. Кстати, если что, голод не обошел вниманием и ее, и соседние страны. Но кому это интересно? Так вот, данные люди – это всего 1% населения Украины. А в рядах РККА сражались миллионы украинцев. Ну, а теперь подумайте, то ли наши предки были дураками, которые не знали, кто виноват в голоде, то ли масштабы самого голода сильно преувеличены. Тем временем нам показывают украинский детский дом. Вернее, огромный особняк, как пить дать отнятый у тех, кто нажил его непосильным трудом. Но и поскольку в руках Советов все превращается в грязь, внутри эта роскошь представляет собой натуральные катакомбы. Для полной картины не хватает только сталактитов и прикованных кандалами к стенам зомбаков, голыми руками добывающих урановую руду. Детский дом, да. Воспитателей нет, охраны нет. Один мальчик незаметно от других детей без малейших проблем выбегает из здания и мчит по лесу. Ну типа голод, вот парень и бежит от смерти. В лес! Ведь там, в самый разгар зимы, жратвы ну просто завались. Кстати, обратите внимание на бодрую рысу мальчишки, что, естественно, бред. Человек, едва тягающий ноги с голодухи, не сможет бежать с зайцем и тем более с таким задором пинать кого-то на полу. На это попросту не хватит сил. Даже после 1 недели голодания человека уже качает из стороны в сторону, а тут такая активность. Что книга? Ну, она начиналась совсем по-другому. Впрочем, по советским деддомам писака-извращенец тоже потом прошелся. И как ни крути, показанная в фильме
фильме куда лучше измазанных говном стен и залитых мочой полов, где барахтаются полуголые завшивленные подростки, которые только и делают, что занимаются проституцией, воруют да бухают. И все это, видимо, строем в 53-м году в СССР. Тоталитаризм он такой, да. Мальчик же мчит по лесу, пока не выбегает на солдат. Если бы это была книга, то тут бы пацану и настал конец. Его бы или изнасиловали строем, или расстреляли строем, или заживо сожрали строем. Но это фильм, поэтому мальчишке невероятно везет. Его, о ужас, всего лишь кормят, а командир сходу усыновляет и дает новое имя – Лев. Ну или как в оригинале... Leo, like a lion. Проходит время, и наш Лео уже штурмует Рейхстаг. Впрочем, как штурмует? Тупорылые красные орки прут прямо под огонь пулемета до тех пор, пока Лев не закидывает насыков гранатами. Кстати, обратите внимание на этого кадра. Да-да, по-другому показать антагониста просто никак нельзя. На дворе 45-й год. Идет штурм Рейхстага, прожженными, мать вашу, ветеранами битв Великой Отечественной. А тут такая необъяснимая трусость. Этого придурка что, только призвали? Он всю войну на толчке просидел? Или его в башку ранили и у него амнезия? Короче, наличие такого человека в составе сил штурмующих Рейхстаг – это бред, который мог прийти в голову только сумасшедшему. Эй, Василий, можешь подняться наверх, теперь это безопасно. Ну а затем появляются комиссары в кожаных плащах и выбирают, кто должен водрузить знамя победы. И надо же было такому случиться, что избранными оказываются Лео и его друг Алексей. Последний увешан часами, как потомственная сорока. Для полной аутентичности не хватает только пудовок золотых цепей и по 10 перстней на каждом пальце. Типа, глядите, какие гангста-рэперы водружали знамя победы. Нет, на историческом снимке у одного из бойцов действительно было что-то похожее на часы и на второй руке. Скорее всего, это был компас, но в итоге его все равно заретушировали. Нет, не поэтому. Take them off. Stolen watches. They can't be seen. А потому что мародерство считалось тяжелым военным преступлением, за которое могли расстрелять на месте. Задокументированные случаи чего были не раз. Но только не в фильме, но только не с Алексеем. Его просто просят подвинуться и отдать знамя победы Лео. Так тут и входит в историю. Лев Демидов, герой Советского Союза. Действительно, зачем вспоминать подвиг Береста, Егорова и Кантария, водружавших знамя под огнем противника, для которого помешать советам было вопросом чести и выживания. А в реальности все было именно так, как в киношке. Под хихоньки-хахоньки и папироски в зубах. Не двигайся, еще кадр! Вот так? Да! Проходит еще несколько лет. Лев здорово поднялся и работает в МГБ. Что это значит? Да то, что он теперь типа элита. По вечерам посещает театры и рестораны, а днем ловит ни в чем не повинных людей. И не просто ловит, а во главе толпы упырей сначала врывается в дома, а затем у одних невиновных выбивает данные, где может скрываться другой невиновный ветеринар. Допрашиваемые разве что в штаны не наваливают от страха. Хотя, если уж это и в своих фильмах было... По дороге попросились двое. То чего ожидать от тех, кто ставил прямую задачу вылепить из советских людей натуральных скотов? Короче, ветеринар бежит, но Лев настолько крут, что не спеша делает несколько шагов и догоняет врача. В выступлении тот бросается в атаку.
Давай, убей меня! Так разве может быть иначе? Всем известно, МГБ было такое ужасное, что люди кончали самоубийством при одном отзвуке вурдалачьих ботинок. Но и пока Лев с ветеринаром катаются по траве, Василий приступает к расстрелу свидетелей. Зачем? Преподаю им урок. Впрочем, если бы не Лев, урод бы и детей расстрелял. А чего вас удивляет? Упыри они такие. Без суда и следствия могут расстрелять любого. И вот на этих самых щах замешан как фильм, так и в особенности книга. К чему вспоминать, что даже такие радикальные инструменты репрессий, как тройки, в разгар ежовщины, вполне себе ввели протоколы и выносили приговоры. На основании пусть формального, но судебного заседания, что членам таких трибуналов просто так стать было нельзя. Знайте, любой совок в погонах мог расстрелять кого угодно за просто так, и ничего бы ему за это не было. Самое смешное, что укуренные авторы этих опусов не понимают, что сами себе противоречат. Василий, значит, расстрелял людей без протокола. Что в государстве с запущенной формой паранойи означает кучу рапортов от каждого принимавшего участие в операции в тот же день. Начальство тут же бы взяло Василия под подозрение. Мол, почему ты их расстрелял? Может, они о тебе что-то знали? Может, ты главный предатель? Но так глубоко автор не копает. Ему кровь из носа нужно показать, что МГБ – это организация, которая что хочет, то и творит. Что Лев? Ну, как мы уже видели, он нетипичный упырь. Стреляет предупредительными в воздух, пытается чего-то объяснить. Короче, по меркам Тома Смита, это какой-то лоховатый чекист. А потому очень гневается абсолютно логичному, по мнению идиотов, поступку Василия, лупит того по рылу и говорит, в общем-то, правильные вещи. Чему они научатся у тебя, гаденыш, а? Ну а затем, плача, начинает собирать пожитки детей. Да-да, чемоданы, забитые куклами под завязку, это именно то, что может понадобиться детям в дальнем путешествии. Шок? Петушок! Лев не так прописан. Разумеется, остальных МГБшных вурдалаков произошедшее никак не трогает. Почему? Ну так ведь они не лохи, да? Какие нахрен переживания, если еще надо успеть в очередь за порцией водки из крови невинных младенцев? Русские сувениры. На вид игрушки, а на деле мины. Что, ветеринар? Его уже успели обработать, набить лицо и все такое. Но не сломать. Ветеринар упорно стоит на своем. Он невиновен. Лев спрашивает: если ты невиновен, почему сбежал? И в ответ получает: я сбежал, потому что за мной следили. Вот и пойми вас, если в этом Мордоре прописан тотальный контроль и слежка за каждым, то с чего это вдруг сам факт слежки внезапно срывает башню? Но и у тебя действительно всерьез поворачивается язык заявлять, что ты совсем ни в чем не виноват. Даже косвенно, ни капли угрызений совести, да? Ни из-за расстрелянной семьи, ни из-за кучи людей, которых ты подставил своим побегом, что по твоей извращенной логике тоже означает автоматический расстрел. Так чьей вины здесь будет больше? Твоей или, бездушных машин, которые просто выполняют свою работу? Ну, то есть, согласно Тому Смиту, планомерно уничтожают все живое на планете Земля по доносам. Наша цель — причинять людям зло. Ну и МГБ не было бы МГБ, если бы еще немного не попытала невиновного. Это пентанал натрия. На самом деле пентанал натрия обладает обратным, то есть расслабляющим эффектом.
Хотя, о чем это я? Это когда его на допросах используют спецслужбы США, он так работает. А у советских уродов все строго наоборот. А в их грязных лапах даже букет ромашек превращается в лом для колесования. Впрочем, в оригинале ветеринара вообще камфорой допрашивали. Ну а затем льва прямо посреди ночи вызывают на второе рабочее место. В морг. А оказывается, что погиб сын коллеги и однополчанина льва, той самой сороки. Мальчишка вроде как попал под поезд, а значит это несчастный случай. Дураку понятно, что паровоз переломал бы все кости в теле ребенка, тогда откуда этот бред? А все дело в том, что товарищ Сталин учит... Убийство – это исключительно капиталистическая зараза. Да-да, здесь постоянно долбят. В раю нет убийств. Впрочем, по сравнению с книгой, это еще цветочки. Смит прямо заявляет: жуткий Сталин, взяв курс на построение коммунизма, при котором преступления якобы должны естественным образом исчезнуть, приказал не замечать их уже сейчас. Оцените всю мерзость надуманной ситуации. Невиновных пытают и расстреливают, но как только дело доходит до настоящего преступления, его намеренно не замечают. Узрите, мол, истину. Граждане Советского Союза жили в постоянном страхе в настоящем аду. С одной стороны, их триллиардами уничтожало государство, с другой резали бандиты, которых шизоидные правители приказали игнорировать. Вы не ошиблись. По мнению придурковатого Писаки, все лица, попавшие под уголовное преследование в сталинские времена, были невиновными. Мол, других преступлений, кроме политических, тогда не существовало. В раю нет убийств. Плевать, что в это время действовал так называемый сталинский УК, где были и убийства, и разбой, и изнасилование, и даже неуплата алиментов. Плевать, что там, как и в уголовных законах всех цивилизованных государств, были отягчающие и смягчающие обстоятельства. Плевать, что к преступлениям против порядка управления относился и бандитизм, с чем тогда ну прям вообще никаких проблем не было. Плевать, что в действительности в год, о котором рассказывает книга, из 2 600 000 осужденных только 27% было политическими, а значит остальные 73 получили приговоры по обычной уголовке. Плевать, что примерно такое же соотношение характерно для всего периода сталинского правления. Плевать, что после массовых амнистий произошел чудовищный всплеск бандитизма и убийств. Всего этого не было, даже приговоров. Как мы помним, упыри здесь расстреливают всех просто так. Что было? Да только тупорылый идиот Сталин, чистки сплошных невиновных и косяки невидимых бандитов. А теперь догадайтесь, кто тут на самом деле тупорылый идиот. Но вернемся к фильму. Ввиду особой скотскости начальство МГБ приказывает, чтобы именно Лев сообщил семье друга о произошедшем. Разумеется, бред с поездом звучит неубедительно, особенно для нашего лоха-чекиста, дрожащим голосом зачитывающего справку. Но он продолжает настаивать на своем. В Советском Союзе убийства быть не может. Дальше Льва вызывает на ковер начальство и напоминает об инциденте с Василием. Ударить сослуживца значит вызвать ненужное внимание к себе. Вы в своем уме? Лев, шпион или все-таки сотрудник при исполнении, которому нечего скрывать? А убийство внимания, стало быть, совсем не привлекает? Кстати, как там ветеринар? Ну, конечно же, его уже замочили. Нет, в СССР таким образом расстрелы никогда не осуществлялись. Но кого это волнует? Странно только, что упыри охоту с собаками не устроили и не откосплеили человека в высоком замке.
Причем, обратите внимание, вот здесь, прямо сейчас, потный извращенец Берия насилует 30-ю пионерку. Итак, ветеринара больше нет. Он типа свое дело уже сделал. Он назвал нам 7 имен. Так, может, надо сначала их проверить? А вдруг ветеринар обманул, оклеветал кого-то? Может, он до сих пор скрывает имена своих сообщников и, возводя напраслину на других, дает время подельникам уйти от наказания? Нет, все навязано и подстроено. Но нет, значит нет. Самый смак в том, что 7-й ветеринар назвал супругу льва, Раису. Да-да, гадкие скоты заставляют мужа шпионить за женой. Так сказать, устраивают проверку на профпригодность по гнусности. Жаль, Перлы Писаки в киношку не попали. Смит, наверное, ладошку в кровь стер, когда описывал, какими тварями чекисты были, как их муштровали и как убивали в них все человеческое. Сравните, типа цитата, типа Дзержинского из книги. Чекист должен закалять свое сердце жестокостью. А вот настоящие цитаты Дзержинского. Чекист должен иметь горячее сердце, холодную голову и чистые руки. Тот, кто станет жестоким и чье сердце останется бесчувственным по отношению к заключенным, должен уйти отсюда. Здесь, как ни в каком другом месте, нужно быть добрым и благородным. А теперь скажите, кто здесь мерзкая свинья? Ну а лев успевает как раз вовремя, чтобы издалека понаблюдать, как злобные красные вурдалаки запихивают в машину вопящую учительницу. Само собой, ни за что. Последив немного за супругой, лев решает посоветоваться с отчимом. Тот сходу рубит: бросай жену или хана всем. Почему? Разъясняется в книге. А оказывается, в этом Мордоре вырезают всех родичей виновного аж до 7-го колена. Да и вообще, в сравнении с красными упырями отдыхает даже Инквизиция. Но самое смешное авторы приберегают на потом. Узнав, что Раиса ждет ребенка, двуличные советские твари, только что предлагавшие от нее отречься, тут же бросаются ее обнимать. Решив, что все это происки Василия, лев на следующий день твердо заявляет начальству: Демидова не виновна. Той же ночью льва с Раисой хватают и с минимумом вещей отправляют сначала в уютный внутренний дворик поностальгировать по пыточным Миносморгула, а затем в город Вольск. А чего? Все правильно. Доказательств вины никаких. Суда не было. Людей просто сорвали с места и кинули в адскую дыру. Хроника прям. Все это было лишь проверкой на слепое подчинение. Надо было отречься от меня. Действительно, ну какие могут быть семейные ценности у коммунистов? У них жены только для проверок были, да. В Вольске наших горемык ждет не особо теплый прием. Встречает их некий Нестеров, аж целый генерал милиции, правда почему-то с полковничьими погонами на плечах. Тут чует подвох, ибо людей из МГБ без причины в такие места не переводят, поэтому настроен ко льву явно враждебно. Героя вселят в каком-то уютном бомжатнике. Займы не наливаем. Так они начинают новую жизнь. Раиса уборщицей в школе, а Лев шофером в ментовке. Ну и в этот же день находит очередной труп ребенка. Ага, совершенно случайно. Там, где лев, там и труп. Ну и пока герой показывает чудеса дедукции, чуждые тупорылым макакам из глубинки, генерала снова охватывает приступ паранойи. Как же так? Лев за 10 секунд, вопреки всей мощи правоохранительного аппарата, воссоздал картину событий, а они не при делах. Что этот нигер себе позволяет? Все хорошо, спокойно. Поорав немного, Нестеров тут же отыгрывается на вокзальном билетере, на
нашедшим труп. Тот типа гулял ночью и, нашел. Ну как такого красавца не упрятать за решетку? Вы еще не догадались, кто это такой? Варварская Россия и без притесненных гомосексуалистов? Impossible! Но даже на новом месте Василий продолжает напоминать о себе. А оказывается, это зависть такая. Василий присвоил себе должность льва, его квартиру и остальные ништяки. А теперь вот хочет еще и Раису. Жаль, в фильм не попали откровения придурковатого писаки про гнобление родителей героя. Да-да, в книге вас ждут интеллектуальные помои про адские жилищные условия, убогих сожителей-садистов-доносителей в 10 смен, но самое главное – искрометная правда о буднях советских трудяг. А оказывается, в стране победивших рабочих и крестьян людей почитали за скот, заставляли пахать по 24 часа в сутки и намеренно гробили их здоровье. Ага, не царь, не капиталисты, у некоторых из которых даже сейчас нет вменяемого оплачиваемого отпуска, а советы. Какие такие декреты, указы, законы? Какие такие 8 часов императивно со стороны работодателя, не считая всем известных и понятных исключений? Вы о чем? В СССР было рабство, причем похлеще, чем в Древнем Египте. Раз, два, три, все! Я лично постараюсь найти тебе хорошую квартирку. Но Раиса быть подстилкой наотрез отказывается. Что делает Василий? Ну, разумеется, приказывает ее изнасиловать. Ведь чекисты, они такие, садисты и извращенцы, но при этом идейные коммунисты. И только создатели фильма не видят здесь никакого противоречия. Странно, что сам процесс не показали. Ну, в одно рыло это было или сразу толпой? Итог немного предсказуем. Раиса решает бежать, причем без документов. Но Лев ее вовремя находит, и в результате бурного выяснения отношений оказывается, что она не беременна, а замуж вышла лишь из-за страха. У советских уродов только так. Любить можно было только Сталина, а того, кто любил другого, расстреливали каждый день 3 раза, а по выходным даже 4. Я не хотела умирать, Лев. И снова жаль, что вырезали Бредни Смита о ее юности. Представьте себе, Красная Армия планомерно уничтожила свои же города и деревни вместе с жителями. Ну а когда она не утюжила свои поселения, тогда толпой насиловала своих же женщин. Да-да, поэтому Раиса и не могла иметь детей. И поэтому советские женщины массово носили с собой килограммы цианистого калия, раздобытого непонятно где, причем храня его, внимание, в подпиленных монетах для секретных микропленок. Да так, что никто об этом не знал, даже НКВД. В общем, знайте, русские ложки, ваши деды толпой насиловали ваших бабушек, а те потом выходили за первых замуж из страха. Ведь это сказал Том Смит, а ему нет смысла не верить. Что с расследованием? Ну, генерал занимается любимым делом красных упырей, угнетая свободу в лице гомосека-билетера, не чураясь допрашивать его лично и вынуждая сдать всех знакомых геев, ибо среди них и может быть маньяк-педофил. Какое страшное оскорбление альтернативной ориентации! Тут же по улицам летят черные воронки, куда запихивают геев. Жаль, скромненько как-то. В оригинале в этой богом забытой дыре неожиданно обнаружилось аж 150 гомосеков, причем с развитой сетью досуга и развлечений. Тем временем трепетная душа билетера, любящего гулять ночью по лесам, не выдерживает, и он прыгает под паровоз. Типа вот он настоящий человек. А обычные люди доносят друг на друга днем и ночью, без малейших угрызений совести. И только гей понимает, как это плохо.
Опа! Козел отпущения! Один лев не верит в виновность билетера и жаждет найти маньяка. Но государство ему в этом мешает изо всех сил. Знаешь, что ожидает людей, которые добиваются правды? От них избавляются. А эти два парня тут как бы совсем и ни при чем. Главные герои идут к генералу и убеждают его помочь. И я все думаю, сколько же еще детей должно погибнуть. Их кровь на наших руках. Ну а мы, наконец, можем полюбоваться на маньячеллу. Тот ловит шизу и пытает сам себя под вопли за Сталина. Ну, это чтобы зритель не перепутал, кто виноват в том, что маньяк стал маньяком. Следующий на очереди Джек-потрошитель, Гитлер, Пол Пот, Саддам Хусейн и Усама бен Ладен. За Иосифа Сталина! За Иосифа Сталина! За Иосифа Сталина! Нестеров же времени зря не теряет и незаметно приезжает в какой-то чудо-архив, где собраны дела с половины Советского Союза, причем втайне от вездесущего МГБ, куда все стучат на всех, да. Оказывается, что случаев убийств всего 43. В каждом случае преступник был найден. Теперь вам понятны масштабы замалчивания? Лев тут же заявляет, что в столице есть свидетельница. Мол, она видела маньяка, и ее надо просто разговорить. Генерал соглашается, дает Леву отпуск, и тот едет в Москву. Вместе с Раисой, которая, видимо, вообще сбегает из школы. Или вы считаете, что эта Грымза могла ее вот так просто отпустить? Вот ваше рабочее место. Впрочем, из поездки ничего хорошего не выходит. Свидетельница молчит как партизан, а затем героев вообще в зашей выгоняет толпа каких-то непонятных мужиков. И это несмотря на то, что Льву помогает Алексей, человек из того самого МГБ, которого все, по идее, должны до усрачки бояться. В общем, несолоно хлебавшие герои собираются возвращаться в Вольск. Но тут орки внезапно усиливают бдительность. Хотя, казалось бы, куда уж больше-то. И начинают шмонать всех подряд. Пораскинув мозгами, Раиска решает обратиться за помощью к бывшему коллеге по работе, Ивану. Тот, несмотря на статус чуть ли не диссидента и борца с кровавым режимом, почему-то до сих пор на свободе. Да и вообще... Но вы же знаете, что в нашей стране нет убийц. Но так и быть, готов помочь. Впрочем, тут Раиса, ну очень кстати, замечает у него на полке страшное. Томик запрещенной литературы, который когда-то МГБ конфисковала у очередной учительницы. Да-да, та читала книгу тупо в школе. И да-да, именно оттуда, прямо посреди урока, видимо под плевки и улюлюканье пролетарской детворы, страшные чудовища ее и увели. Мордор такой Мордор. В общем, Иван засланный казачок. Ищет слабых духом, предлагает сочинения всяких мудаков, а потом сдает подсевших на это дело читателей. Ну, разумеется, ловля на живца — это изобретение ЧК. Другие спецслужбы никогда провокациями не занимаются. Совсем-совсем. Друг Джейсона попросил разрешения прислать наркоту ему домой. Он согласился работать с правительством. Ты выйдешь, когда тебе исполнится 50. Фильм основан на реальных событиях. А в этой книжке не иначе как была копия Конституции США. Короче, Иван задушен, и герои скрываются за минуту до приезда, кого бы вы думали? Ну, конечно, Василия. Но что же делать, как быть? На вокзале ведь тотальная проверка. И знаете, что спасает героев от провала? Да то, что совершенно случайно один из упырей не умеет читать, а Раиса, едва посмотрев на человека, совершенно случайно может определить, грамотный тот или нет. Кто сказал в милиции, неграмотный бы не продержался? В ГУЛАГ его! В милицию брали одних неграмотных уродов и алкашей. Закон брать точность любит. На волосок отступил от него, чью-то жизнь покалечил. Самое смешное, в оригинале неграмотным был вообще МГБшник.
Генерал тем временем находится в Ростове на тайной встрече родственников 9 убитых детей. Интересно, куда пропала слежка за всеми и каждым? Какой-то у вас тоталитаризм не тоталитарный, дела закрыты, а тут вдруг их снова поднимают. Разве не должны за это тут же расстрелять? Ну а затем происходит тайная встреча Холмса и Ватсона. Надо ехать в Ростов. Там произошло больше всего убийств. Правда, на этом Нестеров не останавливается и сходу строит целую гипотезу о том, что тракторному заводу Ростсельмаша, хотя тот в первую очередь комбайновый, якобы позарез нужны детали автомобилей «Победа». Ну а в Вольск за ними ездит никто иной, как маньяк. Логика по Смиту, так сказать. Короче, дело за малым. Поехать в Ростов и поймать убийцу за руку. Но вот незадача. Дома льва уже ждет Василий, а генерала черные воронки. Инесса. Льва немножечко пытают, а затем закидывают в товарный вагон, идущий прямиком в ГУЛАГ. Ну а чтобы герои не доехали, к ним специально подсаживают нескольких уркаганов. Все как один отожранные мордовороты. Глядите, мол, кого на самом деле защищала советская власть. А обычный народ страдает и голодает. Зато воры жрут не в свое горло. Напомним, что в реале только 1 человек из 4 был осужден по политической статье. И даже этот один мог быть бандитом или тому подобным. Иными словами, в вагоне должно быть минимум 75% людей в наколках, а то и 90%. Но это же неинтересно. То ли дело 4 урода, держащие в страхе целый вагон. В книге, впрочем, была еще большая дурь, заботливо переписанная у известного писателя-фантаста Солженицына. Одно выкидывание трупов по дороге чего стоит. Что, фильм? Ну, конечно же, герои убивают урок. Да-да, представьте себе бойцовую бабу, вырубающую бугая ударом башки. Это не то что коня, танк на ходу остановит. Ну а затем вообще цирк. Лев, который даже в книге после своего низвержения никогда бы не поднял руку на человека в советской форме, безжалостно мочит единственного охранника. После же этого, так сказать, крещения убийством, герои тупо выпрыгивают с поезда. Разумеется, без малейшего вреда для себя. Но и пока они едут на юга, на удачно подвернувшейся посреди леса попутке, следующий прямо на Ростсельмаш, да, Василий убеждает Алексея помочь найти беглеца. А больше всего случаев произошло около Ростова-на-Дону. А затем прямо в кабинете стреляет коллеге в спину. А чего? Это же нормально. Мордор ведь. Тем временем Лев вместе с толпой унылого быдла запросто проходит на режимный объект, даже не делая попытки замаскировать свою разбитую рожу. Пропуск? Какой пропуск? Далее Лев находит начальника кадров. Точнее, не так. Герой включает свою суперспособность сталинского упыря. Из 1000 людей из десятка цехов тут же находит нужного, идет за ним в сортир, зачем-то охраняемый ментом, разживается у того оружием, которое дальше пригодится по сюжету, и угрозами выбивает необходимую информацию. И тут чик мгновенно находит маньяка. Ну а что, очень удобно. А самое главное, какая экономия времени. Маньяк понимает, что ему кранты, и пытается скрыться. Ну, как пытается? Бегом покидает режимный объект, садится в, да-да, личный автомобиль, проезжает всего 40 метров, наверное, специально, чтобы Раиса и Лев не успели его потерять, и бежит в лес. Ты пришел. Выясняется, что маньяк знает Льва еще по детдому. Типа вместе ели крыс в лесу и все такое. Вероятно, именно его тогда и пинали на полу.
Самое смешное, психопат в свое время был хирургом, но при этом жалуется, что ему не повезло. С каких это пор врач с опытом оказывается не при делах? Ах, Мордор, ну тогда ладно. Только маньяк начинает развешивать сопли, как его убивает... Нет, не Лев, Василий. Ему сказали, что с завода были украдены документы, и Плохиш тут же телепортировался в лес. По-другому объяснить, как он нашел на огромной площади в этой богом забытой дыре наших героев, нельзя. Завязывается убогая потасовка, в итоге которой Василий убит, а Лев снова оказывается в Москве, на ковре у Тайвина Ланнистера. Поздравляю с восстановлением звания. Охранник, убитый при побеге. Мне поручено представить вас к повышению. Какой охранник? Это прямая дорога к политической карьере. Не смешите мои тапочки! Путь к политической карьере был открыт всем членам партии, даже если они были простыми комбайнерами. Впрочем, это просто ерунда в сравнении... 2 года в немецком концлагере. Любой, кто смог выжить, был наверняка завербован. А это уже настоящий плевок на тех, кто прошел плен, концлагеря и был угнан в рабство в качестве астарбайтеров. Разумеется, кто-то перебегал сам. Разумеется, кого-то проверяли и даже сажали. Но это практика всех стран мира. Да-да, даже самой правильной на свете. Родина. К чему клонит Ланнистер дальше? К тому, что психопатов в СССР быть не может. Следовательно, маньяк суть есть завербованный немцами агент-убийца. И это уже ноу-хау киношников. В книге дураки в погонах нарадоваться не могли, что есть сумасшедшие, на которых можно повесить любое преступление. Причем, заметьте, если сталинский упырь Нестеров говорит: партия не может быть в ответе за действия умственно отсталых, то оттепельный Тайвин заявляет: мы считаем, что немцы подослали его, чтобы отомстить нам. А разве по вашей логике все не должно быть ровно наоборот? Впрочем, только что реабилитированному Льву на это плевать. Он смеет сомневаться в политике партии. Вы тоже так считаете, Демидов? Это сложный вопрос. А затем, наглея еще больше, предлагает создать Московское управление по расследованию убийств. Вот оно чё! В 1953 году тупые чекистки-ложки наконец нашли способ обмануть систему, чтобы таки начать защищать общество от преступников. А до этого в Советском Союзе убийств не раскрывали. Ими не занимались ни милиция, ни прокуратура, ни спецслужбы, да и в тюрьмах никто не сидел. Это ведь не США, где в 50-е заявления от негров принимали только по большим праздникам. И не Африка, где жаловаться на белых джентльменов было вообще бесполезно. Это... Спарта! Ну и пока Тайвин бежит выполнять просьбу Льва, сам герой с Раисой удочеряют детей расстрелянного из начала фильма. Детдом, на удивление, опрятный, с воспитателями и без дерьма на стенах. Том Смит киношникам руки не подаст. А обычно в конце мы проходимся по художественной части, однако здесь оценивать особо нечего. Актеры играют практически никак, и лишь Том Харди пытается что-то изображать. Декорации, костюмы более-менее, но вот страна в целом показана ужасно. В черном-черном государстве по серым-серым улицам бродят мрачные-мрачные люди. Только багрового ока на горизонте не хватает. Вместо сюжета очередное ведро помоев, вылитых на СССР.
Впрочем, не похоже, чтобы делалось это намеренно. Просто выдуманная лжецами, очернителями и тупо дураками альтернативная вселенная теперь живет своей жизнью, обрастая собственной мифологией и постепенно заменяя правду. Благодаря не только зарубежным, но и нашим, творцам формируется устойчивая, неоспориваемая никем точка зрения. Лет через 50 никому и в голову не придет, что русские могут быть чем-то иным, кроме вселенского зла, погрязшего в алкоголизме и лицемерии. Вы этого хотели? Распишитесь! Авторы номера 44, честно пытаясь сделать что-то хорошее, просто использовали свои официальные источники, вторящие им российские ятаквидения и книжку Тома Смита, из которой, ради справедливости, было вымыто 90% дерьма. В представлении Писаки СССР даже не Мордор Мордора, а еще хуже. Это страна рабов, штампующая коллег в промышленных масштабах. Тех, кого не удушила страшная лапа государства, добивают невидимые преступники. А обычные люди – это натуральное стадо, находящееся в постоянном страхе, и потому не имеющие вообще никакой жизни. Все копошатся в грязи и говне, ненавидят друг друга и страну, стучат на всех и каждого. Если сегодня по твоей вине не расстреляли 10 человек, то все, трындец, день прожит напрасно. МГБ же, понятно, в шоколаде, задыхается в деликатесах и вообще ништяках. Главный герой наркотики запивает водкой, как и положено, нет, сталинскому упырю. А вурдалаки чином пониже расстреливают и пытают кого попадя, обожая заявиться к заведомо невиновным людям часиков в 4 утра, чтобы обдать сонных обывателей гнусным запахом перегара, полюбоваться на гениталии под ночными рубашками и тут же дать по башке рукояткой пистолета. Но вы зря думаете, что сия элита сплочена как веник. Напротив, сотрудники МГБ, если кого-то и пытают с большей радостью, то именно уроков из своих рядов. В качестве же декорации прилагается нескончаемый ад абсолютно везде. То подростки из детдома занимаются проституцией, то гнусная гобня щемит легионы гомосеков в поселках городского типа. Красная армия – сборище кровавых маньяков, садистов и извращенцев. Если везут осужденных, то сразу в ГУЛАГ с непременным выкидыванием трупов по дороге. За анекдот про Сталина 20 лет, причем родному брату. Жаль, байки, пардон, трагедии про пожизненный ГУЛАГ за селедку, порезанную на газете «Правда» с портретом вождя, места не нашлось. А потом Смит удивляется. Ну как же так? Почему? Почему фильм запретили к прокату в России? Чего там такого страшного-то? И тут он прав. Действительно странно. Странно, что в свое время не был запрещен высранный тобой кусок говна, номинировавшийся на кучу премий и облизанный западными критиками за достоверность. Им-то да, им-то, мать их, виднее. В раю нет убийств. Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книги, избегайте дерьма.